Привет любителям советских дозиметров! Сегодня мы познакомимся с новым типом прибора. Это сцинтилляционный дозиметр DRG302. Это не военный прибор, он использовался в лабораториях и на производстве. Прибор поставляется в фанерном укладочном ящике серого цвета. В комплект поставки входит сам прибор с блоком детектирования, аккумуляторный блок, наплечный ремень, запасные части, ключ. Помимо этого еще должен быть контейнер с контрольным источником стронций-390, но у меня от него остались только дырки. Масса комплекта 8,5 кг. DRG302 предназначен для измерения мощности экспозиционной дозы рентгеновского и гамма-излучения, о чем, собственно, говорят буквы в его наименовании. D это дозиметр, R это рентген, G это гамма, а 302 это уже номер модели и модификации. Данная модель позволяет производить замеры мощности дозы от 0 до 100 микрорентген в секунду. Обратите внимание, именно в секунду, а не в час, как мы привыкли. Еще раз напомню, что этот прибор лабораторный. Чтобы перевести показания в привычные нам микрорентгены в час, нужно их умножать на 3600. Рентгеновское и гамма-излучение фиксируется в диапазоне энергий от 20 до 3000 килоэлектрон-вольт. В отличие от привычных нам дозиметров на газоразрядных счетчиков, DRG302 основан на сцинтилляторе. Сцинтиллятор – это специальное вещество, которое при попадании в него фотона производит световую вспышку очень малой яркости. Световой импульс усиливается в десятки тысяч раз с помощью фотоэлектронного умножителя до той степени, чтобы его можно было преобразовать в ток, который также усиливается и в дальнейшем фиксируется измерительным прибором. Чем выше уровень излучения, тем выше частота импульсов тока и тем выше показания прибора. Преимущество сцинтиллятора в высокой скорости счета, в быстрой установке показаний и низкой погрешности. В зависимости от поддиапазона измерения погрешность колеблется от 10 до 15%, то есть показания снимаются быстро и точно. Сам прибор представляет собой пульт и блок детектирования, которые соединены кабелем. Пульт заключен в металлический корпус, масса прибора 2 кг, габариты 200 на 160 на 95 мм. На крышке пульта расположен измерительный прибор с двумя шкалами, переключатель режимов работы и переключатель поддиапазонов, а также ручка-регулятор для установки нулевого положения. Здесь же есть гнездо для подключения сетевого кабеля на 220 вольт. Помимо сети, DRG302 может работать от аккумуляторного блока. Он устанавливается внутрь корпуса вместо сетевого блока питания. Аккумуляторный блок состоит из 12 вот таких аккумуляторов RC85. Они имеют номинальное напряжение 1,3 вольта и емкость 2,8 ампер-часов. Продолжительность работы прибора от аккумуляторов 300 часов. Главный недостаток этих элементов в том, что они ртутно-цинковые. При разгерметизации из них выливается ртуть. И я, к сожалению, с этой проблемой встретился неожиданно для себя. Когда я открыл аккумуляторный блок, оттуда на пол градом посыпались мягкие металлические капли. После чего мне пришлось в течение 2 часов убирать последствия. Так что будьте крайне осторожны с такими элементами. Внутри пульта находится усилитель постоянного тока на основе электрометрической лампы AM7, а также плата преобразователя напряжения. Переходим к блоку детектирования. Он представляет собой стальной цилиндр, который защищает компоненты от магнитных полей. Внутри корпуса находится фотоэлектронный умножитель FEU92, а также умножитель напряжения для его питания. В передней части находится пластиковый стакан из воздуха эквивалентной пластмассы. Внутри пластикового стакана размещен сцинтиллятор. Это цилиндр высотой 20 мм и диаметром 39 мм. Сцинтиллятор представляет собой суспензию сернистого цинка, активированного серебром.
в сцинтиллирующей пластмассе на основе полистирола. Под сцинтиллятором размещен полый световод для передачи импульсов света на фотоумножитель. Между сцинтиллятором и фотоумножителем находится диафрагменный световой затвор, чтобы можно было перекрывать световые импульсы, которые попадают на фотоумножитель. Позже я покажу, как все это выглядит на самом деле. Масса блока детектирования 850 грамм, длина кабеля 2 метра. Давайте теперь ознакомимся с процедурой включения прибора. Нижний переключатель необходимо поставить в режим установка нуля. Переключатель режимов нужно перевести в положение накал. При этом стрелка должна установиться на черный сектор. Это означает, что питание сетки накала радиолампы в порядке. Далее переключаемся в положение анод. На шкале смотрим значение анодного напряжения по нижней шкале. Вся шкала это 30 вольт, а напряжение должно быть от 7,5 до 9 вольт. Все в порядке. Можно переходить к измерениям. Переходим в режим измерения. И теперь надо подождать 3 минуты, пока прогреется электрометрическая лампа. За выбор поддиапазонов отвечает нижний переключатель. У нас есть 7 поддиапазонов. Самый грубый это от 0 до 100 микрорентген в секунду. И самый чувствительный это от 0 до 1,1 микрорентгена в секунду. То есть на последнем поддиапазоне можно замерять мощность дозы до 360 микрорентген в час. На микроамперметре есть две шкалы. Показания поддиапазонов 100, 10, 1 и 0,1 снимаются по верхней шкале, а показания поддиапазонов 30, 3 и 0,3 по нижней. Режим установка нуля нужен для контроля работы подстроечного резистора. Прежде чем переключаться в какой-либо поддиапазон, необходимо закрыть световой затвор внутри зонда. Для этого нужно повернуть стакан по часовой стрелке до упора. Теперь прибор готов к измерениям. Давайте я возьму источник гамма-излучения и покажу, как проводится измерение. Это не очень мощный источник, поэтому я переключусь сразу же на диапазон единица. Диафрагма у нас закрыта, импульсы света не попадают на фотоумножитель. С помощью регулятора нужно установить стрелку на нулевое положение. Теперь нужно поднести исследуемый образец вплотную к головке измерительного блока и открыть диафрагму. Итак, по шкале мы видим, что активность источника примерно 0,45 микрорентген в секунду. Давайте то же самое проделаем на более грубой шкале 3. Переключаюсь на шкалу, диафрагма у меня закрыта, устанавливаю 0. То есть сейчас мы будем производить замеры по нижней шкале. Открываю диафрагму, подношу источник. Ну вот мы видим где-то 0,6 микрорентген в секунду. Ну, среднее из двух значений возьмем 0,5 микрорентген в секунду. Давайте теперь проверим, правильно ли мы замерили излучение. 0,5 микрорентген в секунду это примерно 1800 микрорентген в час. Сейчас я возьму современный прибор и точно так же поднесу его вплотную к часам. Ну, итого мы видим 1,7 миллирентген в час. То есть оба прибора показали практически одинаковые значения. Это очень здорово. Теперь я хочу показать сам сцинтиллятор. Для этого нужно извлечь 3 винтика и далее открутить сам стакан.
Смотрите, внутри стакана виден прозрачный цилиндр. Это и есть сцинтиллятор. Вот эта трубка с белыми стенками — это световод. На торце блока виден световой затвор. Когда мы поворачиваем стакан, диафрагма закрывается либо открывается. И тогда световые импульсы могут попадать на фотоумножитель. Вот, кстати, видно торец самого фотоумножителя. Теперь вопрос, почему я сначала провел измерение и только потом вскрыл блок детектирования, чтобы вам все показать. Дело в том, что сцинтиллятор имеет свойство фосфоресценции. После того, как на него попадает солнечный свет, кристалл какое-то время будет светиться. И если сейчас собрать блок и включить прибор, его будет зашкаливать, потому что сцинтиллятор в течение некоторого времени будет порождать световые вспышки. Вот смотрите, я собрал прибор, переключил его на поддиапазон, допустим, 3. При закрытом затворе выставляю стрелку на 0. Теперь открываю затвор, и стрелка резво уползает вперед. Хотя никакого источника радиации нет. А на более слабых диапазонах она будет просто туда запрыгивать. Нужно подождать теперь сутки, пока эффект фосфоресценции не прекратится. DRG-302 немного необычен в применении. Без изучения методики работы у вас вряд ли получится с ним сразу разобраться. Но, поняв алгоритм, вы будете работать с ним без проблем. Ну что же, я рассказал, на каком принципе построена работа прибора DRG-302, показал, как им пользоваться, поэтому на этом свой краткий обзор я завершаю. Спасибо за просмотр.